Всем привет, друзья! Всех с наступающим новым 2026 годом! Сейчас главные новости Европы. В Германии опубликованы свежие экономические данные, которые показывают стагнацию, то есть рост почти нулевой. Число банкротств растет, а производительность не меняется уже несколько лет. Эти цифры сегодня напрямую отражаются на позиции правительства канцлера Фридриха Мерца. Одновременно немецкий регулятор впервые жестко вмешался в работу Deutsche Bank. За систематические опоздания и отмены поездов в отношении компании запущен механизм штрафов, и это стало заметным политическим вопросом для Берлина. Фридрих Мерц сталкивается также с критикой сразу с двух политических направлений. Слева и справа критика в адрес канцлера усиливается, а решения даются все сложнее. И это еще не все. Следующая новость об усилении борьбы с нелегальной занятостью и последствиями политики президента США Дональда Трампа для немецкой экономики. Эти темы уже обсуждаются не только в Берлине, но и на уровне всего Европейского Союза, в Брюсселе, где свою позицию обозначила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии опубликованы данные, которые показывают реальные слабости страны. Речь идет не о мнениях, а именно о цифрах. Экономика Германии почти не растет, ВВП прибавляет лишь 0,1-0,2%, что фактически означает стагнацию. За год ожидается около 24 тысяч банкротств компаний, это максимум за более чем 10 лет. Продуктивность труда не растет с 2020 года. Немцы работают в среднем около 1350 часов в год, это заметно меньше, чем во многих других развитых странах. При этом среднее число больничных дней также выросло до примерно 22 дней в год, а отпуск около 30 дней. Эти показатели напрямую влияют сегодня на конкурентоспособность экономики. На этом фоне и усиливается общественная критика действий власти. Большинство граждан считают, что правительство канцлера Германии Фридриха Мерца не справляется с экономическими вызовами и слишком медленно проводит свои реформы. Бизнес и экономисты требуют изменений в налоговой системе, на рынке труда и в социальной политике. Проблема выходит из-за рамки Германии. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечает, что без роста производительности и реформ Германия и весь Евросоюз могут столкнуться с ослаблением позиций в мировой экономике. Следующая новость одна из самых важных для Германии. В Германии регулятор впервые, внимание, принял жесткие меры в отношении немецкой железной дороги Deutsche Bank. Федеральное сетевое агентство наложило на компанию принудительный штраф. Причина простая. Поезда систематически опаздывают, рейсы отменяются, пассажиры часами ждут на платформах, а качество сервиса не улучшается. Регулятор несколько раз уже давал Deutsche Bank временное исправление ситуации, но компания требования не выполнила. Теперь же включен жесткий механизм, то есть штраф будет начисляться регулярно, пока нарушение не устранят. Речь идет о миллионах евро, если ситуация не изменится. Для пассажиров это сигнал, что государство официально признало, что железные дороги работают в Германии плохо. Для политической сферы это становится серьезным репутационным вызовом для власти. Ответственность ложится на правительство канцлера Германии Фридриха Мерца, которое обещало, напомню, модернизацию транспорта, однако пока пассажиры сталкиваются с задержками и нестабильностью в расписаниях. Ситуация обсуждается и на уровне ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что надежный железнодорожный транспорт – это все-таки ключевой элемент экономики всей Европы, и ситуация с Deutsche Bank показывает, что Германия здесь явно отстает. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. В Германии у канцлера растут политические проблемы. Он оказался под давлением одновременно слева и справа. Справа его критикуют за мягкость, прежде всего по миграции, безопасности и контролю границ. Там считают, что правительство действует слишком осторожно и недостаточно эффективно реагирует на ситуацию. Слева же Мерца обвиняют в другом, в недостаточной социальной поддержке, экономии на социальных программах и защите бизнеса. Там утверждают, что политика правительства усиливает неравенство. В итоге Фридрих Мерц не может угодить ни одной, ни другой стороне. Любое его решение вызывает новую волну критики, и это способствует росту поддержки более жестких политических позиций и ослабляет центристский курс. Эксперты отмечают, что из-за этого правительство Мерца все чаще застревает в спорах, а реальные решения откладываются, общество наблюдает политические разногласия, но не видит ощутимых результатов.
Проблема обсуждается и в Европе. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее предупреждала, что рост популизма в странах ЕС угрожает стабильности и управляемости всей Европы. Таким образом, канцлер Германии Фридрих Мерц оказывается между различными политическими позициями, уровень доверия к власти снижается, а политическая ситуация в стране становится все более сложной. И это только начало. В Германии правительство Мерца ужесточает борьбу с нелегальной работой, то есть с работой без оформления и без уплаты налогов. По официальным оценкам, около 3,3 миллиона человек в Германии хотя бы раз в год работают нелегально. Из-за этого государственный бюджет теряет не менее 16 миллиардов евро в год, а по некоторым расчетам даже до 30-40 миллиардов евро. Особенно распространена нелегальная работа в бытовых услугах. По данным властей, до 90% помощников по дому, уборщиц и нянь работают без официальных договоров. В зоне риска также парикмахерские, салоны красоты и мелкие сервисные услуги. Теперь контроль усиливается, количество проверок увеличат, данные налоговых органов, пенсионных фондов и таможни будут жестко сверяться. За нелегальное трудоустройство предусмотрены крупные штрафы как для работодателей, так и для тех, кто сознательно работает без оформления. В правительстве канцлера Фридриха Мерца заявляют прямо, что целью является вернуть миллиарды евро в бюджет и стабилизировать пенсионную и социальную систему. Эта тема важна и для ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее подчеркивала, что нелегальная занятость подрывает социальную справедливость и лишает государства денег на пенсии и здравоохранение. А дальше еще есть важная новость. Для Германии политика президента США Дональда Трампа стала значимым фактором, который оказывает заметное влияние как на экономику, так и на внешнеполитический курс. С одной стороны, торговые шаги Трампа с повышенными пошлинами и протекционистскими мерами уже отражаются на немецкой экономике. Напомню, что Германия – одна из самых экспортно ориентированных стран мира. Ее промышленность, особенно автомобильное и машиностроение, тесно связана с поставками на американский рынок. Повышение тарифов на импорт делает немецкие товары, соответственно, дороже и менее конкурентоспособными, что ведет к снижению спроса и росту расходов для компаний. Эта ситуация вызывает обеспокоенность у экономистов и ожидается, что торговые барьеры могут привести к снижению экспорта Германии в Соединенные Штаты Америки примерно на 8% в 2026 году. Это заметно отразится, соответственно, и на предприятиях машиностроения и автомобильной промышленности. С другой стороны, политика Трампа в других сферах, кстати, в том числе и по вопросам миграции и глобального влияния, усиливает неопределенность в международных отношениях. В Европе и Германии это воспринимается как сигнал того, что старые механизмы трансатлантического сотрудничества теперь не работают так, как раньше. На этом фоне усиливается давление на политическое руководство Германии. Канцлер Германии Фридрих Мерц сталкивается с критикой как внутри страны, так и на внешнеполитической арене из-за того, что экономика Германии чувствительна к решениям, принимаемым в Вашингтоне. Кроме того, правительство Германии также вынуждено координировать ответные действия с партнерами в ЕС. Но и в Брюсселе этот торговый конфликт также не остается незамеченным. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивает, что для Европейского Союза важно сохранять единую стратегию, защищать интересы общего рынка и готовиться к долгосрочным переговорам с Соединенными Штатами Америки, чтобы смягчить негативные последствия внешнеполитических шагов Трампа. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Еще раз всех с наступающим. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.